Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня у меня для вас очередное видео, в котором я хочу показать, куда можно применить пиццу. Пицца– это те полотна, которые мы с вами делаем из маленьких лоскуточков ткани. В свое время я сделала очень много таких заготовок. Кто не знает, обязательно оставлю ссылку на этот мастер-класс под этим видео. Итак, куда же можно применять такие заготовочки? Сегодня я вам это покажу. Я сделала очень много работы за кадром, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Этот кусочек пиццы я убираю. Сделала вот такую большую заготовку из джинса. Она у меня полностью в камеру не входит. Ну вот только таким образом. Размер этой заготовки 40 сантиметров на 65 сантиметров. Сделала я эту заготовку из нескольких материалов. Верхний материал, лицевая сторона, это у меня джинс. Это одни джинсы, которые я собрала в полотна. Затем у меня промежуточная идет, это техническая ткань. Вот такая. Ну, некоторые ее называют тканью для мытья полов. Вот здесь у меня написано тряпка для пола 50 на 50 сантиметров, состав стопроцентный хлопок. Но такая ткань продается еще и в магазинах ткани на метраж. И изнанка у меня самый обычный ситец. В общем, вот такие у меня здесь материалы. Сложила из них сэндвич и затем простегала. Стежку я делала по лицевой части нитями нейтрального цвета. Это серый цвет. А с изнаночной стороны, девчонки, собрала все шпульки, которые у меня были. Все остатки нити применила здесь на эту стежку. Сейчас уберу, увидела у меня здесь ниточки лишние. Ну, это все, конечно, можно было убрать и за кадром. Стежку на этом полотне я делала шагающей лапкой. Обычной лапкой у меня полотна сдвигались. Поэтому, если есть шагающая лапка, то сделайте стежку ей. Если нет, ну, конечно, самой обычной лапкой. Просто надо будет очень часто это все сколоть или наметать. Ну, а теперь покажу, что я сделала из пиццы. Какие заготовки. Я пиццу нарезала на небольшие прямоугольники и сделала вот такие полотна. Первая моя заготовочка– это вот такие карманы. Сделала я, как и говорила, их из пиццы. Собрала их на 2 бейки. На одну бейку одинарную и на вторую бейку двойную. Как собирать полотно на бейке, у меня есть подробный хороший мастер-класс. Ссылочку на него оставлю под видео. Проходите, смотрите. А нижнюю бейку, это у меня нижняя бейка, я просто ее подвернула и наметала. Прошивать не стала, я ее пришью чуть попозже. Вторая заготовка, это у меня прямоугольники большего размера, тоже собранные на 2 бейки. Но единственный момент, нижняя бейка у меня, посмотрите, она у меня вот просто подогнута и наметана. Я не стала ее подворачивать, потому что понимаю, что она здесь все равно распускаться не будет, так как она у меня еще закрепится строчками. Что я сделала со вторым рядом карманов? Я их задекорировала кусочками джинсы синелью. Вырезала кусочки джинс, которые полностью соответствуют размерам моих карманов. Это один кусочек, это второй кусочек. Эти два крайних кусочка джинс у меня с одной пары джинсов, это у меня с другой. Ну, вот я так задумала. Здесь у меня расчерчено под углом 45 градусов к долевой нити. Здесь у меня по прямой. Я решила сделать синель разную. Сейчас я эти кусочки джинс прикладываю к своим заготовочкам и прокладываю строчки. Тем самым прикрепляю кусочек, ну и начинаю работать с синелью. Почему я эти кусочки не сделала под бейки? Ну, потому что решила, что и так будет выглядеть симпатично. Посмотрите, вот здесь у меня не под бейку, я попробовала, да, ничего плохого в этом я не вижу. Мне кажется, смотрится интересно. Ну и сама бейка, соответственно, лежит намного аккуратней, нежели я бы запихнула джинс под бейку. Итак, верхний карман у меня остается такой. Я его никакими джинсами украшать не буду. Средний карман я украшаю джинсами из синели. Итак, сейчас прокладываю строчки. Строчки я прокладываю нитями зеленого цвета. И затем покажу, что получится. Работаю я, как и говорила, шагающей лапкой. Джинсовые заготовки при помощи строчек я прикрепила к карманам. Теперь моя задача заключается в том, чтобы сделать надрезы. Надрезы я буду делать между проложенных строчек. Надрезы можно делать различными инструментами, кому какими удобно. Можно делать это ножницами. Можно делать вот такими щипчиками. Все зависит от того, на какое расстояние у вас проложены строчки друг от друга. У меня на расстоянии 1,5 сантиметра. Поэтому хорошо режу и ножницами. Если расстояние делать более мелкое, то, скорее всего, вам подойдет распарыватель. Распарывателем тоже можно делать
разрезы. Но такой момент, смотрите, не зацепите распарывателем нижнюю часть. Ну и, конечно, посмотрите, распарыватель распарывает не очень аккуратно, не по прямой. Поэтому я буду пользоваться ножницами. Тем более у меня здесь это сделать возможно. Здесь у меня синель упрощенная. Обычно в синеле делается несколько слоев. У меня здесь только один слой, и это джинсы. Я решила это упростить. Ну и, конечно, пицца. Я думаю, пицца здесь будет смотреться неплохо. Итак, все надрезы я сделала. Теперь мне надо будет распушить джинс. Я пользуюсь вот такими предметами. Это старая зубная щетка, а это щетка для одежды. Все очень просто. Теперь такой процесс у меня будет достаточно долгий. И я буду распушать джинсы. До какого состояния распушать, тоже смотрите сами, кому как удобнее. Можно сделать вот таким образом. В общем, сейчас моя задача заключается в том, чтобы сделать из ткани мех. Вот здесь я это уже сделала. Делать буду опять за кадром, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Нижний карман у меня выглядит вот таким образом. Бейка только наверху. Внизу я бейку делать не стала. Сделаю потом уже полностью со всей работой. Задекорировала вот так нижний карман двумя кусочками джинса. Первый у меня темный кусок. Я его вырезала по размеру заготовки. Кладу его на низ. Сверху у меня светлый кусок, который уже расчерчен вот на такие прямоугольники. Сейчас я закреплю это все на булавочке и проложу строчки. Строчки буду прокладывать по начерченным линиям мелком. То есть делать вот такие прямоугольники. И затем покажу вам, что делаю дальше. И, конечно, эту заготовку я еще пристрочу по всему периметру. Строчки я проложила, квадратики, прямоугольнички мои не совсем ровные, но я и не добивалась этого. Мне наоборот надо было, чтобы все было как-то так, знаете, в одном стиле, в стиле боха, ну, какой-то такой хиппи, неаккуратности, потому что здесь и так такой достаточно рваный край. И вот бейки смотрятся очень аккуратно, сама себя хвалю, чтобы как-то это все разбавить. Вот такие у меня получились прямоугольники. А теперь мне надо их разрезать. Для этого я, конечно, беру уже распарыватель. С распарывателем здесь удобно. Делаю надрез. Самое главное не прорезать пиццу. Но я думаю, даже если мы ее прорежем, ничего страшного не будет. Сначала я все свои треугольники, ой, простите, прямоугольники разрезаю вот таким образом. Все-таки большими ножницами мне удобнее делать. Девочки, я совершенно не стараюсь сделать это аккуратно. Мне наоборот нужен вот именно такой эффект. Так, самое главное, чтобы не прорезать нижний слой пиццы. И последний прямоугольник. Простите за шумы на заднем плане, это у меня открыто окно. Как и говорила ранее, на Урале наступила жара. Окно закрывать не хочу. Все. И теперь мне надо вот эти заготовочки, вот эти треугольнички еще раз подрезать. Я не хочу, чтобы они были вот такие длинные. Здесь я их уменьшала. Как уменьшать? Сколько оставлять? Здесь уже смотрите сами, как вам нравится. Я делаю те, которые из голубой джинсы покороче. Обрезаю вот примерно настолько. Посмотрите, они у меня прям такие коротенькие. Мне так нравится больше. И, кстати, вот такие маленькие обрезочки джинсы я тоже не выбрасываю. У меня есть мастер-класс на канале, где я делала красивую, прям очень красивую косметичку вот из таких маленьких кусочков джинсов. Нижнюю я тоже подрежу. Мне надо, чтобы было видно пиццу. Иначе для чего мы ее сюда применяли? Вот так вот все высекаю лишнюю ткань. Не жалею. Не парюсь, аккуратные и неаккуратные у меня треугольнички. Я, наоборот, добиваюсь такого эффекта. Вот смотрите, видна пицца.
Единственное, я понимаю, что все-таки вот на такую работу надо было пиццу сделать ярче. То есть яркую пиццу положить на низ. Но я почему-то подумала, что так будет лучше. Это же все эксперименты. Значит, следующий мой эксперимент будет лучше предыдущего. И сейчас я обрежу все лишнее и буду разлохмачивать вот эти образовавшиеся уже такие непонятные, некрасивые треугольнички. Нет, возьму я большие ножницы. Вот большими все-таки мне удобнее. Привыкла я работать такими большими. Но я думаю, как и все, кто часто шьет. Мне кажется, они самые острые и самые удобные. Как говорится, я разошлась. Самое главное вовремя остановиться. Итак, когда все подрежу, вот таким образом все стряхну. Это я никуда не выбрасываю. И начинаю разлохмачивать край джинс. Смотрите. Возьму щеточку, либо зубную щетку, либо щетку для одежды. И буду это все разлохмачивать. Посмотрите, как интересно получается. Внутри у нас там пицца. Но еще раз говорю, если бы пицца была ярко-красная, мне кажется, смотрелась намного бы интереснее. Итак, я продолжаю работать над своими заготовками дальше. Продолжаю работать над цинелью, над вторым карманом. Средний карман у меня распускается спокойно, без лишних усилий. Здесь у меня идет все по долевой. Я буду делать вот такие лохматушки. А вот с этим карманом, девчонки, я решила поступить немного по-другому. Если здесь у меня синель прямо распущена вот до меха, здесь получился прям мех из ткани, то здесь я решила этого не делать, оставить вот в таком состоянии и проложить строчки, посмотреть, как все-таки лучше смотрится пицца. Вот в таком варианте, где она всего лишь немного проглядывает, немного проблескивает, либо вот в таком варианте. Еще раз повторяюсь, наверное, надо было мне сделать здесь яркую пиццу. Итак, сейчас я прокладываю полоску. Беру себе в помощь распарыватель и прокладываю строчки. Отгибаю кусочки синели и делаю строчку. И теперь прокладываю строчки в противоположном направлении от предыдущей. Строчку я проложила, и теперь я четко для себя понимаю, что вот этот вариант, второй, мне нравится намного больше, чем первый, где я очень сильно распушила синель. Ведь моя задача заключалась в том, чтобы было видно саму пиццу и использование пиццы в работах. Здесь пиццу видно плохо, здесь лучше. Но это у меня эксперимент, и экспериментирую я на камеру вместе с вами. Я сама не понимаю, что может произойти дальше. Тем оно и интереснее. Вот в данный момент я поняла, что такой вариант мне нравится больше. Я в таком варианте и оставлю. Ну и, конечно, дальше поработаю с серединкой.
Работу над карманом я полностью закончила. Мне теперь осталось только собрать мое изделие. Переверну работу вот так, чтобы было видно в камеру. Одновременно, прошивая бейку, я прикрепляю верхние карманы. Также поступаю со средними карманами. Здесь у меня на нижних бейки нет. Я их просто закреплю при помощи окантовочной бейки. Также сделаю ручку. Вот ручку мне, правда, делать не из чего. Вся ткань у меня уже практически закончилась. И окантовочная бейка у меня будет вот такого ярко-василькового цвета. Посмотрите, она у меня прям вся уже составная. Ну, думаю, работу не испортит такой васильковый цвет, а придаст еще яркость. Так, все, пришиваю карманы, делаю перемычки на карманах и ручку. И уже показываю вам полностью готовую работу. Свою работу я полностью закончила. Сделала окантовку, пришила карманы, сделала ручку. Посмотрите, как я сделала ручку. Не хватило у меня бейки, пришлось делать стропу. Но одна стропа здесь смотрелась, как бы, знаете, не из того ансамбля. Поэтому одна беечка у меня была. Я ее так вот пришила на стропу. Ну, как бы просто украсила. Вот такой я дизайнер. И мне кажется, так стропа смотрится, как бы из этого ансамбля. Итак, окантовку как делать я показывала в своих видео. Пришила верхние кармашки, сделала перемычки. Все у меня здесь аккуратно. Пришила средние карманы. Этот карман у меня вот так смотрится, небольшой. Здесь я не стала перемычку делать. Я решила, что мне нужен карман вот такой длинный и не сильно широкий. В общем, здесь у меня вот такой получился большой кармашек. И нижние карманы. Не могу я все показать вам, в камеру не входит. Вот такие у меня получились нижние карманы. Большие, глубокие. Этот органайзер я планирую отвезти себе на дачу. И для семян, девчонки, знаете, вот есть такие семена, которые садишь все лето. Это редиска, укроп, какие-то мелкие здесь удобрения. В ампулах, в общем, все это у меня будет находиться на даче. На даче у меня весело. И веселый органайзер тоже поедет на мою дачу. В общем, вот такая работа получилась. Работа я очень довольна. Применила я пиццу. Мне кажется, пицца здесь смотрится уместно. Ну и, конечно, наши замечательные джинсы, которые есть у всех. Джинсы мы не выбрасываем. Понравилось мне. И единственное, хочу сказать, что все-таки надо смотреть сочетание. Возможно, здесь можно было сделать что-то поярче. Хотя, вы знаете, мне и так нравится. Верхний ярус у меня, верхние карманы яркие. Средние карманы у меня уже такие немного приглушенные. А нижние карманы у меня вообще получаются темные. Ну, даже здесь есть, вот посмотрите, блески. Можно здесь вырезать побольше, чтобы блеска было. Но здесь уже каждому свое. Итак, бейку я с изнаночной стороны подшила вручную. Мне так больше нравится. Ну, в общем, вот такая замечательная работа. Если вам понравилась моя работа, а мне она реально понравилась, то ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Я занимаюсь не одним видом творчества и рукоделия. И еще, девчонки, я хочу очень серьезно поработать вот в этом направлении. Все-таки сделать какой-нибудь красивый коврик с использованием пиццы, джинс, синель и как-то повырезать синель немножко по-другому. В общем, как-то так. Ну и попробую показать сейчас коврик поближе во всей красе. Ой, коврик. Простите, думаю о коврике, но это же у меня органайзер. Да, показать поближе мой органайзер. Ну и, наверное, с вами попрощаться. Желаю вам счастья, здоровья, успехов и, конечно, мирного неба над головой. До встречи на моем канале. Пока-пока.